Представим, мы живем в великой и дружелюбной России, которая никогда не хотела ни с кем воевать и при этом не проиграла ни одной войны. Вот только жить в мире с такой великой и дружелюбной страной хотят не все. НАТО, глобалисты и англосаксы нам завидуют. Завидуют нашим богатствам и территориям и хотят их вместе с нами захватить. Поэтому они подговаривают соседнее государство, Украину, стать врагом России. Украина соглашается, и НАТО приводит там к власти нацистов и фашистскую хунту во главе с президентом Зеленским. Они незаконно захватывают Украину на честных выборах, притесняют русскоязычное население, бомбят собственные города и распинают детей. А потом начинают переписывать историю, разрушать духовные скрепы, заниматься однополыми отношениями и строить гендерно-нейтральные туалеты. А после начинают готовиться к войне. В лабораториях НАТО разрабатывают биологическое оружие, которое действует только на этнических русских. Повсюду строят неонацистские базы, не гнушаются и черной магией. Пишут руны ЗИГ на стенах своих военных штабов. Вот-вот они нападут на Россию с 4 сторон при поддержке НАТО. Великой и дружелюбной России не остается ничего, кроме как нанести превентивный удар и освободить свои земли, которые по ошибке то ли Ленина, то ли Сталина, то ли Хрущева, то ли Брежнева, то ли вообще австрийцев оказались в составе Украины. Вот в такой информационной реальности живет значительная часть наших сограждан. Реальность эта целиком основана на конспирологических теориях, на убеждении, что какие-то люди или организации тайно против нас действуют. В этой реальности все события объясняются лишь одной причиной – злобными и слишком могущественными врагами. Сегодня поговорим о том, как эта вымышленная реальность вообще устроена и за счет чего продолжает существовать. В подготовке этого ролика нам помог один из зрителей – Манвел. Он студент-политолог в Свободном университете Берлина. Недавно Манвел под руководством профессора Александра Либмана провел исследование о том, как путинская автократия использует теории заговора, чтобы контролировать взгляды и поведение россиян. У него, кстати, есть блог, в котором он доступно пересказывает собственные исследования, в том числе использованное в нашем ролике сегодня. Ссылка на проект в описании. Для начала разберемся, о каком исследовании идет речь. Автор провел качественный анализ сообщений в российских провластных СМИ и собрал информацию о том, как освещались события, связанные с Алексеем Навальным. Данные собирались по 3 категориям. Во-первых, в целом о роли Навального как лидера оппозиции. Во-вторых, все, что связано с его отравлением в августе 2020 года. В-третьих, о гибели Навального в тюрьме. Автор изучил высказывания Путина, Володина, Соловьева и других пропагандистов, отсмотрел передачи на «Россия-1», «Россия-24», НТВ и даже почитал «Комсомольскую правду» и телеграм-канал Маргариты Симоньян. Имя Алексея Навального всегда было нежелательным на провластных каналах, но его значимость в политической жизни России была такова, что игнорировать его совсем было невозможно. В результате его обсуждали гораздо чаще, чем других противников власти. Итак, что же говорили об Алексее Навальном как о лидере оппозиции? Автор исследования выявил 2 основных тезиса. Вот, например, Навальный был марионеткой Кремля и сам не понимал, что власть его использует для ослабления оппозиции. Навальный был неким кремлевским проектом под кураторством ФСБ, который был нужен, чтобы создать фиктивную оппозицию и не допустить других, добропорядочных оппозиционеров к выбору. И другая версия. Навальный был проектом коллективного Запада, созданным, чтобы дестабилизировать Россию с помощью протестов и массовых беспорядков. При этом некоторые спикеры, например, тот же Соловьев, транслировали оба тезиса с промежутком в несколько месяцев. Мол, Навальный ослабляет оппозицию и дестабилизирует Россию одновременно, совмещая 2 должности. Когда отравили Навального, российские СМИ сообщили, что, во-первых, никакого отравления не было, и вообще это все не более чем инсценировка западных спецслужб, чтобы оправдать санкции. Во-вторых, Навального отравил, оказывается, Михаил Ходорковский, чтобы занять место лидера оппозиции. Ну а в-третьих, Навальный отравился алкоголем. Сюда же можно отнести и альтернативную версию Маргариты Симоньян с Рафаэлкой и диабетом. В-четвертых, западные спецслужбы Навального тоже отравили, но уже в Германии. А в-пятых, Алексея Навального отравил Мария Певчих. И этот винегрет противоречащих друг другу версий с участием заморских кукловодов, англосаксов и бог весть кого еще не прекратился даже со смертью Алексея. Его смерть была, во-первых, естественной, во-вторых, результатом работы агентов Запада, которые убили его, чтобы подорвать незапятнанную прежде международную репутацию России и оправдать санкции. Остальные версии тоже предлагают считать, что убийство организовал Запад и разве что жонглируют мотивами, зачем это ему было нужно. Например, есть версия, что Западу нужно было отвлечь внимание западной общественности от событий на фронте, чтобы та не заметила неудач украинской армии.
Или еще лучше, отвлечь общество от просмотра интервью Путина Такеру Карлсону. Услышав эти версии, сложно не задаться вопросом. А как вообще люди, настолько отмороженные, чтобы всерьез предполагать и транслировать вот такое, до сих пор удерживаются у власти? Но каким бы театром абсурда это все ни казалось, пропаганда и правительство продолжают не просто использовать этот нехитрый инструмент, но и извлекать максимальную для себя пользу из него. Начнем с того, что теории заговора – это никакое не уникальное свойство одних только автократий. Теории заговора возникают везде, при любом режиме и любой форме правления. Везде люди склонны видеть тень тайных элит и руку спецслужб. Но разница в том, как такие истории появляются и развиваются в разных режимах, все-таки есть. В демократических странах источником теории заговоров являются люди. Где-то в народе странная сплетня передается из уст в уста, обрастая фантастическими подробностями, приобретает сторонников и становится теорией заговора. И основной сюжет в них заключается в том, что правительство чего-то там наворотило и скрывает. Возьмем, например, гибель принцессы Дианы. Теории заговора обвиняют королевскую семью и британскую спецслужбу Ми-6. Или вот теракт 11 сентября. Конспирологи подозревают американское правительство, которому якобы требовался повод для вторжения в Афганистан и Ирак. А из совсем недавнего можно вспомнить так называемый «Пиццагейт». Во время предвыборной гонки в США в 2016 году на Wikileaks слили переписку начальника штаба Хиллари Клинтон и владельца пиццерии Comet Ping Pong. Сторонники теории заговора изучили переписку и решили, что речь идет вовсе не о заказе еды. Дескать, под видом пиццы в штаб кандидатки заказывают детскую порнографию. Владельцы пиццерии буквально завалили сообщениями с оскорблениями и угрозами, а конспирологи изучили его Инстаграм и нашли еще несколько странных, по их мнению, доказательств. Нестыковочек. Один из сторонников теории накрутил себя до такой степени, что вломился в пиццерию с винтовкой и произвел 3 выстрела. Он хотел выяснить, кто из персонала надругается над детьми. Или работает на кого-то, кто надругается. Полиции он сдался только после того, как убедился, что в подвале пиццерии не держат детей. Там вообще не было подвала. А в пиццерии пиццу делали. После этого теория заговора разрослась до убеждения, что тайное педофильское лобби правит всеми Соединенными Штатами. И противостоит ему один только Дональд Трамп. Словом, чаще всего в демократических странах конспирология – это выражение недоверия граждан к правительству. Но в автократиях все ровно наоборот. Здесь теории заговора – это государственная стратегия, и сочиняют их не частные лица в свободное время, а депутаты, пропагандисты и лично президент. Словом, те, кого мы обобщенно называем власть. И в отличие от естественно возникших теорий заговора, какие бывают в демократиях, конспирология в автократиях направлена не против правительства, а против оппозиции. И вообще против всех, кого правительство назначило врагами. Против неподконтрольных СМИ, общественных организаций или недружественных государств. Но зачем же они это делают? Разберемся после небольшой рекламы. С каждым годом блокировки в России становятся все жестче. За первое полугодие прошлого года Роскомнадзор заблокировал на 85% больше сайтов, чем за аналогичный период 2022 года, который, в свою очередь, из-за блокировок принес экономике России убытки в $21,5 миллиарда. Так что, если вы до сих пор не выбрали себе надежный платный VPN, пора бы это сделать. Обратите внимание на сервис GNU VPN. Его главная фишка – протокол повышенной безопасности и маскировки. Благодаря этому GNU VPN защищен от блокировок. К тому же сервис не сохраняет информацию и не отслеживает данные. Что бы вы ни делали в сети, никто об этом не узнает, пока у вас включен GNU VPN. Кстати, российский сервер у них тоже есть. Если вы за границей, вам это пригодится. Многие российские сайты и приложения за рубежом не работают. Помимо России, у GNU VPN есть сервера еще в 28 странах. Очень удобно, когда бронируешь билеты или номер на букинге. Просто меняешь IP-адрес на адрес другой страны, и цена меняется. Так можно обойти ценовую дискриминацию и сэкономить. Установить GNU VPN вы сможете сразу на 5 устройств. Так что можете с кем-нибудь разделить цену, если не пользуетесь таким количеством гаджетов. А стоит он меньше, чем подписка на Netflix, на которой вы тоже сможете сэкономить, воспользовавшись VPN. Кстати, о Netflix. Скорость GNU VPN позволяет вам спокойно смотреть фильмы и сериалы, ну или рилсы. Бесплатные сервисы вам такой возможности не предоставят, а возможно еще и передадут данные вашим третьим лицам. Переходите по ссылке в описании и устанавливайте себе GNU VPN.
Если VPN вам нужен на короткий срок, например, для поездки в Россию, такие тарифы у GNU VPN тоже есть. Подробнее читайте на сайте. Продолжаем. Мы говорили о том, что конспирология в автократиях направлена не против правительства, а против оппозиции и вообще всех, кого правительство назначило врагами. Но зачем же так делают в автократиях? Чтобы понять, давайте поставим себя на их место. Основное занятие автократа – сохранение собственной власти любой ценой. Для этого ему нужно, чтобы граждане никакого разнообразия мнений не демонстрировали и вообще в политику не лезли. Чтобы сплотились вокруг всенародного избранника, там, национального лидера или кто там у них в данном случае есть, и жили себе беззаботно, занимались своей частной жизнью и все. Чтобы облегчить гражданам такой выбор, государство контролирует все медиапространство и особенно СМИ и телевидение. Так бы оно себе и ехало бы, если бы этому гармоничному процессу не мешала оппозиция, которая выходит на площади, пишет в блогах, снимает всяческие вредоносные разоблачительные ролики или просто ролики, ведет избирательные кампании, избирается куда-то, потом в парламенте бухтит. И вытаскивает на свет реальные проблемы, связанные с властью. Коррупцию, например, некомпетентность, глупые принимаемые решения. А граждане, будь они неладны, берут и начинают к оппозиционерам прислушиваться, лайкают, репостят, даже выходят на площадь. А еще собственное мнение формируют, что никак не совместимо с концепцией всеобщего сплочения. Власти становится все сложнее убеждать граждан, что политика — это не их дело, и что им никогда ничего поменять не удастся. Вот тут-то на помощь автократам и приходят теории заговора. Можно рассказать телезрителям, что оппозицию спонсирует Джордж Сорос, который, как известно нам со слов Патрушева, является основным мировым центром, осуществляющим цветные революции. Ну или пустить в эфир аудиосообщение, где оппозиционный политик Максим Кац заметает за собой украинский след. Причем делает это почему-то чьим-то чужим голосом. При этом даже не обязательно, чтобы все эти теории согласовывались между собой, и следить не нужно, чтобы они были внутренне непротиворечивы. Часть аудитории, люди, склонные к конспирологическому мышлению, все равно примут эти теории как равноправные версии. Ну а почему нет? Все не так однозначно, правда мы никогда не узнаем, а раз так, то и впрямь нечего интересоваться политикой, слишком все грязно и мутно. И люди такие меньше желают не то что протестовать или на митинг выходить, или поддерживать каких-то кандидатов, а вообще даже голосовать отказываются. По силе влияния вера в теории заговора, которые продвигаются властью, сравнима с идеологией. А наш режим идеологию себе так и не вырастил и обходится бессмысленной мешаниной и борьбой за все хорошее против всего плохого. Вместо идеи он использует теории заговора и неплохо себя чувствует. Просто потому, что теории заговора стоят на противопоставлении нас, хороших, добрых, нравственных, неким им, плохим, агрессивным и развращенным. Условные традиционные ценности и семьи по 8 детей противопоставляют тлетворному влиянию Запада и ЛГБТ-пропаганде. И нам дружить против них психологически комфортно и правильно. Тут логично было бы предположить, что у авторитарной власти, использующей конспирологию, все будет хорошо и спокойно. Ведь вера в теории заговора, который продвигает правительство, вполне может трансформироваться в основу национальной идентичности через поиск врагов, укрепить легитимность автократов и в самый недобрый час пойти в ход для мобилизации общества. Так предполагали некоторые ученые, проводившие исследования конспирологии в пропаганде. Вот только в России ничего подобного не получилось. Когда дело дошло до настоящей мобилизации, граждане действительно выстроились в очереди, но не в военкомат, а на всех КПП из страны уехать. То есть к действию все эти теории никак не привели. Однако поверить в них все-таки многие решили. Но почему люди так легко поддаются на теории заговора? Чтобы в этом разобраться, нам нужно поговорить о конспирологическом мышлении. Что влияет на то, поверит ли человек в теорию заговора или нет? Ученые подробно изучают этот вопрос и пришли к двум выводам. Во-первых, люди охотнее верят в конкретную теорию заговора, если до этого верили в любую другую. Возможно, дело тут в большом допущении. Чтобы понять, как этот механизм устроен, представим, что в мире действительно существует один тайный заговор, в котором участвует много людей, но никто извне о нем не знает. Нам этот мысленный эксперимент может даваться непросто, но человек с конспирологическим мышлением может допустить и легко поверить, что раз уж есть один такой заговор, то точно есть и другой. Со временем подобное допущение может стать основой мировоззрения, в котором весь мир управляется заговорами. Любое событие может быть ими объяснено.
При этом конспирологическое мышление не требует никакой последовательности. Одно из исследований показало, что люди, считавшие, что спецслужбы причастны к смерти принцессы Дианы, одновременно верили в версию, что это было постановочное убийство. Во-вторых, основой конспирологического мышления является убеждение, что власть всегда охотно пойдет на обман, если у нее будут на то мотивы. Поэтому большая часть конспирологических теорий обвиняет в заговоре именно правительство или другие влиятельные группы. Важной психологической составляющей конспирологии является чувство бессилия и потери контроля. Чем меньше граждане могут влиять на политиков и происходящее вокруг, тем выше вероятность, что они поверят в заговор. Руководство России уже не считается с приличиями, правдоподобием и собственной репутацией и мнением граждан. Не только выдает конспирологические теории про оппозицию для внутреннего потребления, но и использует тот же метод на международной арене. Мария Захарова на встрече с лидерами африканских стран говорит, что Россия в Украине сражается за свободу Африки. Очевидно же, что мировой колониализм сосредоточен в Украине. Сергей Лавров на конференции в Индии утверждает, Россия старается остановить войну, которую развязали против нее неведомые силы, использующие Украину. Владимир Путин на саммите с главами иностранных государств рассказывает о планах Польши захватить Западную Украину. Ту же конспирологию российские власти применяют, когда нужны оправдания. Например, когда их боевики сбивают пассажирский Боинг. Сначала мировое зло пыталось сбить самолет Путина, а попало случайно в Боинг. Затем Стрелков-Гиркин заявил, что в самолете перевозили мертвые тела. Потом и вовсе появился снимок, на котором спутник-шпион якобы зафиксировал момент, как МиГ-29 стреляет в кабину пилотов Боинга. Чуть позже из ниоткуда возник эксперт, который сказал, что на борту взорвалась бомба. В общем, версии наклепали на любой вкус и цвет. Даже когда начинаются разборки между своими внутри властной вертикали, теории заговора приходят на помощь. Очень удобно расчехлить шпиономанию и обвинить бульдога, проигравшего битву под ковром в госизмене и работе на вездесущую иностранную разведку. Теории заговора про правительство России, оккупированное агентами глобальных антироссийских элит и США, не что-то из мира фантастики, это основа пропутинского движения НОД под предводительством депутата Федорова. Да, российским властям удобно пользоваться конспирологией как методом решения проблем, но это до поры до времени. Приучив граждан верить в конспирологию, убедив их, что заговоры поджидают на каждом шагу, власть теперь опирается на их поддержку. Поддержку людей, которые ни на грош не верят и самой этой власти. Ведь граждане эти уже знают, все не так однозначно. Пройдя полный круг, конспирология возвращается на свое естественное место, начинает подогревать подозрения граждан в отношении власти, государства и его институтов. Причем больше всего недоверия правительству демонстрируют не оппозиционно настроенные люди, а те, кого власть считает своим ядерным электоратом, те, кто поверил в злобных англосаксов и НАТО, стремящихся развалить Россию. Тут достаточно вспомнить массовый протест времен ковида, когда верящие в конспирологию граждане боялись чипирования вакцины и протестовали против QR-кодов, в то время как оппозиционеры прививались спутником ВИ. Увидев заговор за любым событием, его уже не развидеть. Сегодня власть опирается на людей, которые разделяют с нашими пожилыми элитами их конспирологическое мышление. Но, пройдя полный круг, любая конспирология возвращается на свое естественное место, начинает поддерживать подозрения граждан в отношении власти. А власть шаг за шагом разоблачает себя сама. И стоит ей только ослабнуть немножко. Все верившие конспирологии граждане первыми поверят в то, что президент и его окружение на самом деле агенты ЦРУ, марионетки Запада или украинские шпионы. Тогда опоры у режима просто не станет. И произойти это может в любой момент. До завтра.